Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать к нам на канал, в наш новый летний влог. Рассказывайте, как проходят ваши каникулы. У нас дети каждое утро просыпаются с вопросом, что будем делать, куда сегодня поедем. Несмотря на то, что мы живем, можно сказать, в деревне, на природе, все равно стараемся куда-то периодически выезжать, то на озеро, то в какой-нибудь парк. Также к нашим детям постоянно приезжают с ночевкой друзья, поэтому у нас довольно насыщенные летние дни. Друзья, в прошлом видео я показывала вам блинный торт с творогом, и многие спрашивали рецепт, поэтому сегодня хочу рассказать вам, как я его готовлю. Для приготовления такого торта нам понадобится творог, сметана, сахар, немного молока, жирные сливки, экстракт ванили и любые ягоды или фрукты. У нас как раз был сезон клубники, мы с детьми ездили на ферму, насобирали 5 литров этой сладкой вкусной ягоды, поэтому торт у нас сегодня будет с клубникой. Какую-то часть я нарезала на небольшие кусочки, а какую-то перекрутила ручным блендером в пюре. Сахар не добавляла, так как клубника была очень сладкая. Также для приготовления торта нам понадобится желатин и 8 обычных блинов. Блины можете испечь по вашему любимому рецепту, а можете использовать тот, по которому пеку я. Для этого в емкость добавляю 3 яйца, 1 столовую ложку сахара, щепотку соли и 500 мл теплого, такого почти горячего молока. Все хорошо перемешиваю венчиком и добавляю 5 столовых ложек с горкой муки и 3 столовые ложки растительного масла. Опять все хорошо перемешиваю и выпекаю блины обычным методом на плите. Из этого количества ингредиентов как раз получается 8 больших блинов. Сковороду один раз, только в самом начале я смазываю растительным маслом, и для этого очень удобно использовать вот такую баночку с силиконовой кисточкой. Ссылку оставлю в описании под видео. После того, как блинчики готовы, приступаем к творожной начинке. Для этого в чашу для замешивания добавляем творог, сметану, сахар, экстракт ванили и все хорошо взбиваем погружным блендером. Дальше на плиту ставим небольшую кастрюлю, наливаем в нее молоко и добавляем желатин. Включаем плиту на среднюю температуру и непрерывно помешиваем смесь до образования пара. Очень важно не довести желатин до кипения. Как только появился пар, снимаем кастрюлю с плиты и оставляем до полного остывания. Тем временем взбиваем жирные сливки до стойких пиков. Добавляем взбитые сливки и остывший желатин в творожную массу и все хорошо перемешиваем.
теперь будем собирать торт. Для этого нам понадобится разъемная форма диаметром 22 см. Берем по одному блинчику и складываем их на борт формы внахлёст. Для бортиков будем использовать 4 блина, а 5-й кладем на дно. Теперь выливаем третью часть творожной начинки, поливаем клубничным пюре и сверху кладем ягоду. Накрываем все это блином и повторяем процесс. Выливаем половину оставшейся начинки, половину клубничного пюре, если используете, и нарезанную на кусочки клубнику. Ягоды и фрукты можно брать абсолютно любые, можно часть пюрировать, можно использовать только ягоды или фрукты, нарезанные на кусочки. Мелкую ягоду, голубику, например, или малину вообще можно класть целиком. Это уже как вам нравится. Потом опять кладем блинчик и выливаем оставшуюся творожную начинку. Добавляем пюре и ягоду. Всего у нас должно получиться 3 слоя начинки. Сверху 3-й слой также накрываем блином и аккуратно заворачиваем свисающие блинчики в центр торта. Торт минимум на 6 часов убираем в холодильник. Через время достаем торт из холодильника и вынимаем его из формы. Очень удобно это делать при помощи 2 тарелок. Сверху середину торта украшаем взбитыми сливками или просто ванильным йогуртом и ягодами. Тортик получается очень вкусным, нежным и легким, поэтому обязательно попробуйте приготовить, и приятного вам аппетита! Тут у нас еще июнь месяц, у младших детей как раз были последние дни школы. Андрей отвел их на школьный автобус, а у меня на 9 утра была запись в автосервис, так как нужно было на машине поменять резину. Ева захотела прокатиться со мной, а после автосервиса мы еще решили заехать в торговый центр. Пока ждали машину, пешком дошли до ближайшего супермаркета. Ни Ева, ни я дома с утра ничего не ели, так как мы не очень любим ранние завтраки. А тут как раз появилось немного свободного времени, поэтому мы решили купить что-нибудь перекусить. Oh yeah, that does look really good.
Thank you. Потом забрали машину, заехали мне за кофе и поехали в торговый центр. В середине июня в Канаде был День отца, и Ева хотела купить что-нибудь для Андрея. Если у нас не хватает фантазии, то мы обычно покупаем ему что-то из одежды, которую знаем, он точно будет носить. Также зашли в магазин, купили Андрею его любимые шоколадные конфеты. Мы называем их линдорки, они бывают с разными начинками, и в торговом центре как раз есть целый магазин этих конфет. Наши дети, как и Андрей, любят молочный шоколад, а я ем в основном горький. Мне больше нравятся какие-нибудь орешки или сухофрукты в шоколаде, и у нас в Costco как раз часто продают сушеный манго в темном шоколаде. И это моя слабость. А вот к остальным конфетам я как-то равнодушна. Потом мы с Евой еще зашли в магазин, который называется Winners. В своих видео я часто рассказывала вам про Home Sense, это магазин с товарами для дома. Так вот, Winners это их же сеть магазинов, но немного с другим направлением. В нем в основном продают одежду разных брендов, плюс немного косметики и какие-то небольшие товары для дома. Мы обычно покупаем тут шампуни, кондиционеры и кастильское мыло. В этот раз мы еще купили жидкое мыло для рук, и Еве нужна была бутылка с распылителем. Потом по дороге еще зашли в Зару, мне понравились вот эти кожаные кроссовки. Ева присмотрела себе джинсовое платье и плетеную сумку. В конце нашего шопинга зашли на фудкорт, купили себе напитки. Ева еще взяла себе какой-то китайский суп с лапшой, а мне гамбургер. Попросила вместо булочки завернуть его в салатные листья латук. Если вы еще никогда не пробовали гамбургер в таком исполнении, то обязательно попробуйте, так как это очень вкусно.
Вечером к мальчикам на ночевку приехали друзья, и я в аэрогриле на ужин приготовила им гамбургеры. Еда, которую любят все дети. Также в духовке запекла куриные крылышки, нарезала овощи, и Матвей еще дополнительно сделал свежий салат. Летом как-то не хочется заморачиваться с готовкой. Часто на улице мы делаем мясо, рыбу и овощи на гриле, плюс какой-то свежий салат, и все. В морозилке всегда есть котлеты для гамбургеров на случай, если к детям приходят гости и нужно быстро что-то приготовить. Я уже давно приспособилась запекать их в аэрогриле, и если честно, то получается не хуже, чем на обычном гриле. У наших детей довольно часто бывают друзья, особенно летом. Одни уезжают, другие приезжают, в общем, всегда весело. Я, если честно, вообще разницы не чувствую, где 5 детей, там и 7, 8, и я уже привыкла, что нас всегда много. Если мы едем куда-то на озеро или в парк с аттракционами, то, как правило, Ева берет с собой подружку, или Марк может взять друга, и в этом тоже никогда нет проблем. Детям вместе весело, и это самое главное. Когда кто-то у нас, то мальчишки много времени проводят на улице, играют в футбол, катаются на канатной дороге, прыгают на батуте, бегают по лесу. Единственное, чего нам не хватает, так это, конечно, бассейны и террасы, но тут есть много нюансов. Недавно Марк с Адрианом поставили во дворе палатку, скорее всего, покажу вам уже в следующем видео. В общем, теперь они часто в ней ночуют, то вдвоем, то с друзьями. Я делилась видео в телеграм-канале, и многие спрашивали меня про диких зверей. Вы знаете, на нашем участке в основном водятся только дикие индюшки и косули. К людям близко они не подходят, но я как мама, конечно, все равно переживаю, поэтому палатка стоит у нас прямо под окном, всю ночь вокруг дома горит свет и стоят камеры с сенсором движения, так что все довольно безопасно. Вообще в Канаде кемпинг очень популярен, многие семьи на выходные выезжают в специальные парки, ставят палатку прямо в лесу и проводят несколько дней в окружении дикой природы. Но чтобы попасть в такие парки, нужно бронировать места чуть ли не за полгода, потому что летом спрос огромный. Так что на своем участке, как мне кажется, ночевать в палатке более комфортнее и безопаснее. Тут у нас уже следующий день, на завтрак у детей были вафли. Раньше Ева все время их готовила, а теперь в основном за вафли у нас отвечает Марк. Как-то резко наша Евочка перестала есть блинчики, оладушки и вафли, поэтому и желание готовить их у нее пропало. Сейчас она у нас больше специалист по салатам и вкусным супчикам. А вот Марку, наоборот, нравятся всякие вафли, булочки, пирожки, разные запеченные бутерброды, и он с удовольствием все это сам готовит. После обеда мальчиков забрали родители, а мы решили на ужин приготовить для детей запеченную на костре картошку и сырой бекон, что-то похожее на сало. В прошлом видео я показывала вам нашу закупку в Costco, и как раз Андрей предложил купить сырой бекон и сделать такой ужин по-белорусски. Раньше в детстве мы часто ели запеченную на костре картошку с салом, поэтому решили, можно сказать, вспомнить детство. Андрею сначала нужно было спилить одно дерево, мы стараемся следить за нашим участком, и если какое-то дерево болеет или его сильно разбил дятел, то Андрей его сразу убирает. Пока Андрей пилил дерево, дети играли на улице, а я приготовила домашнее клубничное мороженое. Рецепт и ссылка на силиконовые формочки будут в описании под видео.
Друзья, так быстро летит время, что даже не верится, что совсем скоро детям снова в школу. В Канаде вообще каникулы только 2 месяца, и кажется, вот только что закончился учебный год, а везде в магазинах уже продают канцелярские товары. Нам прислали расписание на новый учебный год, и уже вовсю идет подготовка к школе. В общем, время летит, поэтому стараемся наслаждаться летними днями. Куда-то выезжаем, а если и дома, то, как правило, делаем барбекю и проводим много времени на свежем воздухе. Я, конечно, все время что-то снимаю, но не всегда есть время на монтаж, особенно на озвучку, так как мы часто вне дома, а если и дома, то у нас, как правило, всегда шумно. Поэтому спасибо вам большое за ваше терпение и за то, что вы все это время с нами. В конце я еще оставлю видео нашего летнего вечера, ну а с вами, мои дорогие, я уже буду прощаться. Я вас всех крепко обнимаю и очень надеюсь, что мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока! Ну что, попробуешь? Давай. Пахнет очень вкусно. Очень вкусно. That's so good. Ну рассказывай, как тебе? Сало белорусское. Очень вкусно.